Это все отвар, наверное. Какие интересные побочки. Восхитительные, правда? Пей его почаще. Я могла бы тебе столько всего сказать. Второстепенный квест не обязательно влияет на основной сюжет. Он помогает раскрыть персонажей, которые населяют вселенную игры, а главное — идеи, пронизывающие ее. Shoot me in the face! Face, 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 face! Now! Bullets in the face! Want him! Take out! И чтобы придумывать или разбирать такие независимые истории вам было проще, я расскажу, какие типы сайд-миссий встречаются в играх и по каким типичным принципам они работают. И если что, в видео есть спойлер к начальным квестам Ведьмака и квесту по поиску подземки из Fallout 4. Ладно, выворачиваю карманы. Еще к квесту перед битвой с чемпионом арены в Oblivion. С вами Алексей Луцай. Начнем. Может, вы об этом уже слышали, но я напомню. Вот 4 фундаментальных принципа дизайна сайд-миссий, которые предлагает Крис Авилон. Хороший побочный квест отражает основной сюжет и локацию, в которой вы его выполняете. То есть все, начиная от лора до говора NPC или наград, должно работать на идею. Например, в третьем Ведьмаке вам надо вернуть сковороду бабуле в белом саду. Задача простейшая — открыть дверь и забрать сковородку. Но, во-первых, бабуля расскажет всякое интересное о нравах захватчиков. Во-вторых, по ее специфической речи вы нарисуете очень живой портрет персонажа. В-третьих, узнаете, что телекинетическим ударом ардом можно выбивать двери. В-четвертых, найдете трупы, бумаги, исписанные сажей от сковородки, благодаря чему представите небольшую историю. А в конце бабуля даст вам печеные яблоки и сок. То есть через награду вам расскажут, чем живут люди в этой деревне. Плохой побочный квест лучше основного квеста с точки зрения важных событий, наград, врагов и так далее. Безусловно, сайд-миссии могут складываться в куда более сложную и запутанную историю, чем основной сюжет, но все-таки он не должен решать глобальные задачи истории. Побочные квесты не должны затягиваться. Авилон вообще говорит, что лучший хрон минут 15. С точки зрения фана для игрока, я с ним согласен. Короткие истории обычно яркие, цельные и хорошо запоминаются. Но все же есть много исключений и даже целый структурный прием, о котором я расскажу позже. Побочные квесты лучше строить на основных механиках геймплея и избегать непостоянных функций, ну или быть осторожными с ними. То есть дизайнер квеста должен использовать те возможности, которые вам доступны в остальной игре. Вообще, для побочного квеста можно взять любую структуру, но он должен оперировать понятиями и языком, которые характерны для здешнего игрового мира. Политические интриги, социальное неравенство, тайные эксперименты, юмор, возможный только в этом сеттинге и так далее. Допустим, в какой-то игре вы постоянно натыкаетесь на знаки, какие-то обрывки фраз, да, они как бы декорируют мир. Ну, есть и есть. И вот при всей моей нелюбви к Fallout 4, когда я узнал, что вот эти знаки прямо под ногами складываются в довоенный туристический маршрут и приведут меня к тайной организации «Подземка», и я подумал, вау, даже не обратил на это внимания. Stop right there. Или квест аккуратно учит новым механикам. Вот пример. На мой взгляд, интерфейс все того же Ведьмака 3 перегружен, и там не сразу понятно, что вообще существуют лечебные зелья и как их готовить. Но перед встречей с Грифоном в Белом саду вам нужно сходить к травнице, чтобы узнать, где растет трава для приманки. Она выдает инфу и побочный квест. В ее избе лежит девушка при смерти, потому что ее задрал Грифон. Геральт говорит, что единственное средство, которое в теории ее спасет, эликсир Ласточка, но он подходит только ведьмакам, так как у них быстрый метаболизм. Это задание идет перед битвой с Грифоном, и, скорее всего, такие эликсиры пригодятся. И даже если вы не станете помогать девушке, дизайнеры как бы намекнули, что стоит заглянуть в меню алхимии и посмотреть, как готовить ласточку. Хорошо бы такое обучение работало в жизни. Вот сейчас творчеством занимаются все. Опубликовать свой проект нет проблем, но его никто не увидит, и силы потратишь зря. Чтобы была хоть какая-то отдача, придется самому изучать технологии, организовывать команду, разбираться в трендах и монетизировать свою работу. Образовательный портал Geekbrains запустил целую пачку курсов по разработке как раз под эти задачи. Во-первых, факультет игр Geek University. Это год занятий, с которыми поможет прикрепленный наставник. Изучишь Unity, пройдешь базовый курс геймдизайна и, так сказать, зачнешь мобильную 2D игру. Потом приступишь к шутеру от первого лица с простым искусственным интеллектом и подготовишь диздок. Далее будешь работать в команде над игрой, которую сам хочешь сделать. А в последней четверти расширишь игру
игру мультиплеером и новыми механиками. Еще будет ворох обязательных занятий без расписания, ты распределишь все сам. Их можно пройти в течение 2,5 лет после покупки обучения. Второй курс для разработчиков игр на Unity. Это 12 практических курсов по программированию и 2 месяца стажировки. И третий для детей от 11 до 17 лет. Они будут осваивать программирование на Unity, как минимум это поможет определиться с выбором профессии, потому что навыки универсальны и нужны везде. Переходите и получите скидку 20%, которая действует в течение 7 дней. А теперь к основным типам квестов. Всего их 7. Убийство, сбор, активация предметов или NPC, сюда же относится доберись до какого-то места. Доставка, поиск, сопровождение и оборона. Задание может быть из одного типа квеста или гибридом из нескольких. И почти все типы подчиняются одним и тем же паттернам, которые вы наверняка встречали в играх. Самый базовый паттерн — линейное усложнение. Вам дают задание убить монстров, зачистить район. Сначала вы уничтожаете слабых, потом вам дают новых врагов, но посильнее. Ближе к концу тасуют и тех, а в финале босс. И так как паттерн примитивен, основная мотивация игрока — награды на каждом этапе или после убийства босса. Ответвление. В основе квеста все тоже «сделай, что сказали, и получишь результат». Но можно поступить иначе. Чтобы стать чемпионом арены в Oblivion, вам нужно победить орка-чемпиона. Но вы можете достать кое-какую информацию, которая настолько его шокирует, что он не захочет жить и не будет сопротивляться в бою. Ответвление может поменять не только способ достижения цели, но и саму награду. Или ваше отношение к ней. Непрерывные побочные квесты. Они развиваются по ходу сюжета. Например, вам нужно набрать уровень доверия, чтобы разблокировать следующую сюжетную линию. Или дождаться определенного момента в игре. В Mankind Divided вы начинаете расследование убийства аугов, когда в городе относительно спокойно. На каком-то этапе расследование зайдет в тупик, но оно продолжится в последний игровой день, или если точнее ночь, когда в городе изменится расстановка сил и условия. Зависимость от времени. Хорошо, когда в игре есть нормальная смена времени дня, от которого зависит выполнение задания. Это, например, вступление в гильдию воров из Oblivion, либо убийство мертвой невесты в Ведьмаке. Вы можете расследовать ее гибель ночью в безопасности, либо напасть днем, потому что она дневное привидение. Странно. Она не нападает. Но часто зависимость от времени — это банальный таймер. Не могу вспомнить, где этот метод работал бы хорошо. Повторение. На самом деле повторение есть в любых квестах, ведь если упростить, любое задание тасуют механики в каком-то порядке и дозах. Плохо, когда вам просто велят уничтожить одинаковые лагеря в разных частях мира. Отложенные последствия. Последствия вашего решения задерживаются на время или до определенной сюжетной точки. Допустим, вы помогли кому-то, и однажды он вас вознаградит или впутает в новую историю. Один из многих. Игроку дают несколько вариантов развития квестов, но выбрать можно только один. Самое банальное — ограбление в GTA. Каждый из вариантов срежиссирован и заскриптован. Моральная дилемма. Тут понятно, стандартный прием для отыгрыша за злодея или добряка. Полярность в этом случае работает так себе. Мне нравится, как тот же Ведьмак вводит эту идею в одном из первых сайд-квестов в Белом саду. Вам нужно найти поджигателя, который спалил дом местного кузнеца-краснолюда. Можно помочь поджигателю откупиться или сдать краснолюду. В обоих случаях я чувствовал себя немного виноватым. Если сдадите парня, вроде поступите правильно, но вместо, например, тюрьмы его повесят те, кто разоряет местные края. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его! Такой уж этот мир. В нем нет однозначно правильной точки зрения, и вас не будут тыкать черно-белой моралью. И, наконец, последний популярный паттерн — турнир. В отличие от линейного усложнения, вам не всегда нужно дойти до босса, но главное — обойти соперников. Или рекорд. Практически во всех играх, вне зависимости от геймплея, задания составляются из этих паттернов. И нельзя сказать, что какой-то работает плохо. Для игры с классной боевой системой или платформера достаточно линейного усложнения. Вам просто приятно сражаться с разными типами врагов.
Для постановочных экшенов годится вариант один из многих, а для Immersive Sim боковое ответвление. И вот теперь вы пишете в одну колонку типы, в другую приемы и соединяйте их как хочется. Либо подкладывайте эти элементы под наброски сценария, чтобы яснее представить геймплейную структуру квеста. Ну или просто тяните связки наугад из шляпы, может получится что-то в духе якудзы. Но все-таки квест должен соотноситься с общей структурой истории. В целом есть две. Первая — бриллиантовая, ромбовидная, рамочная, названия разные, суть одна. Есть стартовая точка истории. Из этой точки тянутся хотя бы два основных пути к финалу, допустим, добро и зло. К середине обе линии отдаляются друг от друга, а к финалу сближаются, то есть в какой-то точке вы должны ощутить, насколько один путь отличается и не пересекается с другим. Оба пути опоясывают пространство, в котором раскиданы самые разные структуры побочных квестов. Вам не обязательно сразу идти с конца в конец. Вы отвлекаетесь, выполняете сайд-миссии, но как только вы доберетесь до последней точки основного сюжета, история закончится. Вторая структура — линейный хаб. Вы следуете до какой-то точки истории, где вам нужно выполнить несколько типов квестов, чтобы разблокировать следующую часть истории. Конечно, остается проблема. Даже в самых квест-ориентированных играх какое-нибудь расследование часто наполовину автоматическое. Вы просто ищете улики, а персонаж за вас думает. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Таким играм не хватает механик типа системы мысли из Disco Elysium или 80% расследований у вас в голове, прямо как в Obra Dinn. Надеюсь, с появлением такой инди-волны разработчики AAA-проектов задумаются о подобных механиках. Вообще, из самых массовых игр лучше всего с расследованиями справились в Assassin's Creed Unity. Вам нужно опрашивать свидетелей, внимательно вчитываться в документы, а потом самому обвинить подозреваемого. Да, в случае ошибки вас особо не накажут, но эти задания работают. Они хардкорнее ведьмачьих расследований и очень хорошо описывают мир агонизирующей революции. Это мой скромный дар жителям Франции. А вы, надеюсь, не откажетесь посмотреть несколько видео из плейлиста игры искусства, которые наверняка пропустили. Подписывайтесь, наш канал держится на ваших больших пальцах. Переходите по ссылкам в описании на наш сайт почитать об играх и кино. А с вами был Алексей Луцай. Увидимся.